Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. Если помните, я решил отделить обзоры с пополнениями от подробных обзоров на банкноты. И сегодня вашему вниманию представляю подробный обзор банкноты Германии 20 марок 1910 года. Эмиссия Рейхсбанка Германской империи, имперская банкнота, тип 1910 года. Законом номер 3201 от 20 февраля 1906 года Рейхсбанку было дано указание выпускать банкноты достоинством в 20 и 50 марок. Одной из причин введения банкнот в 20 и 50 марок была замена золотых монет в 10 и 20 марок, которая освободила потребность в золоте для чеканки монет и таким образом перенаправила использование этого драгоценного и дорогого металла для использования в военных целях. Германия уже тогда готовилась к войне и наращивала для этого свой военный потенциал. Поэтому введение Рейхсбанком мелких банкнот в 20 и 50 марок произошло за несколько лет до начала войны в мирное время и таким образом завоевало доверие общественности к новым денежным знакам, поскольку в момент начала войны это доверие было бы трудно завоевать. Это предвидение Рейхсбанка оправдалось. Удалось высвободить большой объем золота в обмен на бумажные денежные знаки. Первые банкноты в 20 и 50 марок поступили в обращение 10 марта 1906 года. Следующие выпуски были в июне 1907 года, в феврале 1908 года, в сентябре 1909 года, в апреле 1910 и феврале 1914 года, после чего их выпуск был прекращен. Имперские банкноты 20 и 50 марок типа 1906-14 годов были изъяты из обращения 5 июля 1925 года. Выпуск 1910 года состоял из 6 номиналов: 20, 50, 100 марок с красным серийным номером и печатью, 100 марок с зеленым серийным номером и печатью, 1000 марок с красным серийным номером и печатью и 1000 марок с зеленым серийным номером и печатью. Итак, 20 марок 1910 года. Основные цвета банкнот: синий, красный, коричневый. Лицевая сторона. Текст на немецком выполнен красивым готическим шрифтом. В самом верху стилизованная надпись «Рейхсбанкнота». Ниже крупным шрифтом стилизованное обозначение номинала, причем начальная буква Z слова 20 слева выполнена готической вязью в большой гелиоширной розетке. Справа после слова 20 в такой же гелиоширной розетке изображены имперская корона и орел, герб кайзеровской Германии. Под розетками по обоим сторонам цифровой номинал 20. Также по обеим сторонам красная печать Рейхсбанка, также в гелиоширных розетках. Правая печать содержит предупреждающий текст о подделывании банкнот. В центре банкноты текст на немецком. Эквивалент суммы 20 марок заплатит владельцу главная касса Рейхсбанка в Берлине без удостоверения личности владельца данной банкноты. Ниже город Берлин, 21 апреля 1910 года. Управление Рейхсбанка и внизу 12 подписей управляющих. В центральной части фоном напечатаны аббревиатуры управления Рейхсбанка и цифры номинала 20. Также в верхней части напечатана контрольная литера R, так называемая Unterdruckbuchstaben. Серийный номер расположен в левой и правой частях банкноты, напечатан вертикально красным цветом и представляет собой серию К и шестизначный серийный номер. Состояние банкноты, как видите, уставшее. Она прошла через большое количество рук и исторических событий, которые оставили свои отпечатки и следы на ней. Но несмотря на это, все тексты и рисунки на ней читабельны. Найти такую банкноту в хорошем состоянии довольно проблематично. Бумага без водяных знаков, с защитными волокнами и с вертикальным тиснением по всему полю. Оборотная сторона банкноты. Большая гелиоширная розетка с номиналом 20 в центре, состоящая из множества переплетенных окружностей с текстом, цифрами и узорами. Серийный номер расположен вверху над и внизу под розеткой. В левой и правой части банкноты расположен мелкий вертикальный текст, предупреждающий об ответственности за подделывание банкнот. Размер банкноты 136 на 90 мм. Номер по каталогу Пика Краузе 40А. По разновидности это первая с шестизначным серийным номером.
В моей коллекции присутствует и вторая разновидность 40B с семизначным серийным номером. Стоимость такой банкноты, именно первой разновидности с шестизначным серийным номером, колеблется от 35 рублей в зависимости от состояния, и ценовой предел не ограничен. Найти такую банкноту, как я уже говорил, в хорошем состоянии очень сложно. Такой был обзор банкноты Германии 20 марок 1910 года. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих следующих выпусков. Всем желаю здоровья, добра, успехов и замечательных пополнений в коллекцию. До новых встреч!